Привет всем хорошим людям, добро пожаловать на канал Custom Truck. Если вы вдруг случайно сюда попали, обязательно подписывайтесь на наш канал. Тем самым вы радуете себя и поддерживаете нас. На заднем фоне гудит болгарка. Опытные зрители знают, что обычно сверлят соседи, но это Леша делает Passat. И таким образом мы одновременно мстим нашим соседям. Как отомстить соседям, вы можете написать в комментариях, будет очень интересно. Ну а сегодня мы продолжаем заниматься нашим КамАЗом мечты. Он тоже стоит недоделанный, нужно обязательно подтянуть КамАЗика. Долго не разглагольствуем, спешу поблагодарить за поддержку. Если у вас есть желание нас поддержать, проходите по ссылкам под этим видео. Там есть ссылка на Boosty, поддерживайте. Вам я желаю приятного просмотра, мы начинаем работу. Ну и конечно же, присаживайтесь поудобнее. Погнали! И удастся опаленным звездой по имени Солнце. Первое приключение — это у нас шпилька. Сейчас откручу гайки и попробую ее выровнять. Наверное, придется погреть. Купил себе новую газовую горелку. Вот такую, в чем ее фишка, цельнометаллическая. Ну вот, пока что нравится, так классно горит. Сейчас погреем. Китайские эти пластиковые задолбали уже. Выходят из строя постоянно. Идеально. Ну, разбираем потихоньку. Уже раскинули барабан, колодки, сняли опорный диск. По сути, приближаемся уже к нашей цапфе. С этой стороны все почище. Не так, как было здесь вообще забито. Ну, потихоньку сейчас разберем все. Это самая сухая сторона из всех, которые мы разбирали. Вообще все сухенько. Продолжаем работы. Две шпильки у нас были корявые. Я их выбил. Поставим новые сейчас. Ну а работы по КамАЗу уже много проделано. Все разбираю. Сейчас нужно будет это все помыть. Вам сильно активно не снимаю. Только снимаю какие-то интересные моменты. Ну, потому что это уже... я снимал, показывал в предыдущей серии про КамАЗ. Здесь чисто такая работа, знаете, физическая. Работаешь. Ну вот, прикрутили две новые шпильки. Гайка одна не заводская. Но здесь они вот выглядят вот так. Шланги на подкачку и прокладки под полуоси, чтобы не выбивать новые. Так, ну что, мы готовимся к установке. Покрашены все детали, подготовлены уже цапфы. Леша варит Passat каждый день. Дима помогает нам тоже. Помыли подшипники. Уже все готово. Осталось только нарезать резьбу в цапфах. И можно пробовать уже собирать. Сегодня у нас будет работать толпа. Так что я надеюсь, мы быстро это все победим. Отмыли колодки. Колодки в очень хорошем состоянии. То есть, ну, можно видеть, что они просто как новые. Чуть-чуть вот сточены по центру. И все на этом. Ну, сейчас будем заниматься цапфами. Переделкой под новый тип сальников подкачки. Тяжело нарезается резьба в цапфе. Резьбу мы эту нарезаем для того, чтобы вставить вот такой переходник нового образца. Он уже идет под сальники, не под муфту. То есть воздух идет между сальников, поступает. Посмотрите предыдущую серию, где я делал подкачку более подробно, я там все рассказываю.
Блин, наверное, все. У нас открылся сервис по ремонту BMW, так что, друзья, если что, обращайтесь. Да, Юра, специалист. 20 лет. Делаем рекламу. Ремонт BMW. Сколько ты на станции отработал? 20 лет? Не, я меньше, чем ты. 15 лет. Понял. Тогда ты точно справишься с BMW. Где этот специалист по BMW? Мы уже ЦАФу установили почти. Он еще колесо не может поддомкратить. Инструмент. Один лот. Все болты смазаны медной смазкой. Медный. Вот, качественно. Но все равно один болт, как всегда, не выходит. Стерлись грани. Поэтому нужно применять тяжелую артиллерию. Специально болгарка для BMW и круг BMW. Ой, когда он уже сделает эту BMW? Постоянный ремонт, постоянный ремонт. Хотя, с другой стороны, слава инженерам BMW, Юра всегда при работе, и сервис наш никогда не закроется. Всегда будет работа. Ну а мы с Лешей собираем, накосячили, забыли штуцер вкрутить, теперь приходится разбирать. Друзья, ту сторону мы собрали, ну а с этой стороны начали собирать. Начал я очищать вал наш от солидола, и смотрите, что получается. Вот так выглядит наш вал. Страшный такой. Я не понимаю, что с ним произошло, но половина зубов у него, к сожалению, нету. Поэтому будем заказывать новый вал. Была мысль восстановить пакистанским методом, но решил все-таки лучше мы купим хороший, поставим вал. Вал придет не скоро еще, поэтому пока что сборка КамАЗа опять откладывается. Но ничего страшного, самое главное, что он придет и что его есть возможность купить. Друзья, наконец-то пришли нам запчасти на КамАЗа спустя неделю ожиданий, наверное больше, да, где-то 1,5 недельки. Ну и вот такой новый вал нам приехал. У них есть разница правая и левая сторона. Вот, перед зад не знаю пока есть ли разница, но по сути мы готовы уже к установке нашего вала тормозного. И в принципе наконец-то мы соберем заднюю часть КамАЗика. Заменим все шланги, новые поставим. Ну и я думаю, будет работать. Надеюсь, подкачка наша не подведет, потому что немного я сомневаюсь в качестве сальников, к сожалению. Вот, но искренне надеюсь, что все-таки будет работать. Процесс идет. Закинули колодочки. Все смазали. Мажем медом. Самое проверенное средство. Бляха, прокладку вот лишь забыли удалить. Как раз новая прокладочка станет аккуратненько. И в принципе соберем. Хочется уже скорее КамАЗика собрать. Потому что стоит такая у нас классная тачка. Я так долго мечтал о такой машине. Но никак нету времени ей заняться все-таки вплотную. Но не важно. Мы обязательно выделим время на наш КамАЗ. Казалось, очень быстро все сделаем, но на самом деле мелочевка вот эта, она отнимает самое основное время, которое ты тратишь на ремонт. Здесь у нас немножко пришлось заколхозить. Вот этот шланг мне не очень нравится, потому что мы сломали вот этот под 90 градусов штуцерок. Пришлось выточить новый, прибегнуть к моему мастерству токарному. Но как бы так себе конструкция. Но посмотрим, я думаю, будет ходить. Единственное, что нужно будет поглядывать за ней. Наверняка вот здесь шланг скоро лопнет. По сути, почти все готово. Леша сейчас там фиксирует вот чопик на энергоаккумулятор. И будем сейчас подводить тормоза и устанавливать колеса. Немного переживаю, чтобы наша подкачка заработала, потому что все-таки сальники не внушают доверия. Есть хорошая новость. Подкачка работает. Проверили мы всю систему. Но, к сожалению, пришлось снимать переднее колесо. Заменить вот этот шланг. Он полностью по всей длине испорчен. Был весь такой вот порепанный. Вот. И фактически у нас заменены сейчас все шланги. Вот, то есть здесь два. Здесь старые остались. Но на энергоаккумуляторы все новые шланги. Ну и подкачка держит. Чуть попозже продемонстрирую. Сейчас мы занимаемся разработкой пальцев, которые вставлены в трещотки.
Вот Леша греет, видите, все закоревшие эти пальцы, из-за них клинит у нас тормоза. Пальцы эти нужно будет поменять, потому что, ну, невозможно. Его вынуть просто нереально. Мы вот и греем, и стучим, и что ни делаем, ничего не помогает. Попытаемся его вытащить, разработать. И такая же работа ждет нас с той стороны. Но нам самое главное повезло, что здесь сальники подкачки на переднем мосту держат и работает все без проблем. Накачиваешь воздух, да, постепенно сходит с системы, но в целом можно сказать, что вполне достойно ведет себя. То есть сходит очень медленно, но чуть позже я вам, конечно же, продемонстрирую. Здесь нужно помыть все это, тоже обязательно отмыть. Пульнем красочкой черной, и я думаю, можно будет собирать. Продолжаем работы над нашим КАМАЗом. КАМАЗ, конечно, машина прям для души сложная, но очень нравится с ней работать. Леш, тебе нравится работать с КАМАЗом? Нормалек. Отлично. Честно? Да. Обманывает. Купаешься? Да. Все, разработали мы эту часть. Разработали трещотку. Вынули ЧОП. Мучились, смогли только вынуть его после того, как нагрели очень сильно и водой полили, и все, он начал выходить. Здесь с этой стороны тормоза еще не подводили пока что, но обязательно это сделаем. Все подведем. Вал тормозной не клинит, работает четко. Ну, то есть, как и положено. Все идеально. И все тормоза, по сути, не обязательно нам было разбирать. Достаточно было просто разработать вот эти шплинты. И все на этом. Давай. Пошел, хочешь сказать? Не спеши. Давай простучим еще, Леш. Расклепишь, потом будет беда. Не получается пока что. Сейчас простучим вилки. Трещотку хорошенько простучим. И я думаю, пойдет. Простучал я вилку, трещотку, и чопик начал ходить зад-вперед. Сейчас вынем его. Здесь шланг у нас уже заменен, так что все в порядке. Ну, осталось нам только отмыть здесь все дело это. И можно будет уже, в принципе, все прокрасить здесь и собирать. Задняя часть мы все собрали, установили колеса. Здесь установили шланг на подкачку, и благодаря ему, в принципе, проверили целостность системы. Ну, по сути, все работает. Останется нам только установить защиты, установить все шланги. Но прежде чем это делать, прежде чем устанавливать защиты, я хочу прокрасить диски, и тогда уже защиты закинем, и все. На этом будет все со ступицами. Леша разрабатывает трещотки. Вот это вы видите фиксирующий болт. Этот болт фиксирует вот этот вот червяк, который регулирует подводку колодок. Очень удобная система. Работает исключительно. Сейчас хочу нанести химию и отмыть переднюю ось именно уже с химией, чтобы все было вообще красиво. Вы часто у меня спрашиваете, какую химию, Дима, покажи, использую. Использую вот такую химию. Но обратите внимание, именно Heavy Track, очень мощная химия. Я думаю, будет хороший результат, потому что она именно для грузовиков, то есть именно для сильной грязищи. У меня, к сожалению, нету спрея, буду наносить через пенник. Это, конечно, чуть хуже. Мне больше через спреер нравится, но пока что его нету. Ну вот, отмываем, высохнет, покрасим и продолжим нашу работу. Очередной день с КАМАЗом. Сейчас покажу вам, что сделано. Здесь мы все помыли, прокрасили. Но покраска это такая, знаете, чтобы избавиться немножко от ржавчины визуально, скажем так. Ну и заодно испытать эту всю систему, как она, будет ли ржавчина выползать. Но я думаю, что не будет. Вот, то есть у нас фактически будут диски прокрашены изнутри, снаружи. И сейчас собираем уже защитки на подкачку. Вот, это уже стоит вот здесь. Еще зафиксируем. Леша зажимает, ну а я подгоняю шланги. Вот, с этой стороны шланги все стоят. Осталось вставить защиты только. Ну, эту сторону тоже подкрасил. Все аккуратненько, красиво. Сейчас закидываем колеса, шланги,
2 новых шланга будем ставить и 4 бэушных, которые были в КамАЗе. Постоянная проблема — это отсутствие вот этих гаек. Найти их, ну, я не знаю, можно ли их купить, но это всегда сражение. То есть гайка специфическая, там резинка внутри в ней. Ну, вот такая вот, и конус. И, соответственно, вот, ну, всегда проблема, гаек этих не хватает. Вот, ну, сейчас соберем. Я думаю, подкачка будет работать. Обязательно запустим мотор. Проверим тормоза, подкачечку, чтобы знать, что КамАЗ у нас, в принципе, на ходу. Вот это очень-очень хочется проверить. Так, шланг выглядит вот так. С одной стороны тоненькая штука, со второй одевается прям напрямую на штуцер. Этим отличается подкачка на Урале и на КамАЗе. На КамАЗе камера сразу идет под обычный, ну, можно просто вкрутить золотник, а в Урале здесь гайка на конце, которая прикручивается к шлангу напрямую. То есть в Уралах камера специфическая из-за золотника сразу с гайкой. Вот, а в КамАЗе стандартная. Одеваем и обжимаем, и все. Потом берем мыльный раствор и обязательно все проверяем. Но я для этого использую не мыльный раствор. Да. Нежели его сделать. Все отлично. Две проблемы у нас нарисовались, друзья. Во-первых, вот здесь мы меняли сосок когда-то. Его оторвало, и новый сосок, он короче, и шланга не хватает, к сожалению. Вот, то есть такая вот ситуация. Сейчас нужно будет разрезать и удлинять шланг. Еще есть одна проблема с подкачкой. Начали все проверять, все краны я проверил, и что-то произошло на средней оси нехорошее. И у нас начал идти воздух через сапун, вот этот. Это означает, что один из сальников либо продавило, либо что-то произошло, либо он стоит не совсем корректно. Вот, либо где-то, может быть, вот эта вот отливка не совсем четко держит. То есть надо проехать и попробовать испытать опять. Так что, ну, возможно, даже придется эту сторону еще раз разобрать. Вот такая неприятная у нас ситуация здесь. Ну, будем смотреть, если что, разберем, что поделаешь. Сейчас все собираем до кучи и будем пробовать тест-драйв маленький. По подкачке, смотрите, откручиваем любой кран. Вот. У нас идет утечка здесь вот. Но в любом случае уже у нас кое-что есть. То есть на панели показывается давление в шине, но оно как-то все больше и больше шипит, этот сальник. Но сейчас попробуем проехать. Может быть, нам повезет и что-то там станет на место. Может быть такое. Но так все краники работают, все краны разработаны. Проведена огромная работа закадровая, то есть с этим всем вот подготовкой. Все штуцера были забиты, трубки, все шланги тоже были забиты. И все вот это лишь по той простой причине, что не эксплуатировалась система подкачки. Вообще система в КамАЗе достаточно сложная и обычно не работает. Вот в Урале гораздо проще. В Зиле тоже сложные. 2 шланга стоят под колодками, один и один снаружи. Тоже сложная достаточно система, но в Зилах она в основном всегда работает. Редко не работает. Ну что ж, запускаем мотор. Попытка номер 2. Аккумуляторы, которые мы поставили первоначально, вообще нулевые. Что по дыму? Ну, чуть-чуть есть, но у нас распылители новенькие. Но все равно. Но, что хорошо, что топливная система вся опрессованная. Видите, КамАЗ запускается, по сути, можно сказать, вообще с полоборота. Ну, сейчас тест-драйв.
упал. Но, друзья, что я хочу сказать. Проделанная работа, наверное, не зря. Тормоза бомба, все четко, все камеры отходят, все валы, ничего не клинит. И только до педали касаешься, он сразу очень эффективно тормозит. Единственное, у нас остался нюанс по подкачке. Но, чтобы подкачку нам надо еще чуть-чуть покататься. Чтобы, ну, может, там станет все на место. Сейчас я включу ее, посмотрим. Так она. Вот я подаю воздух. И вот так вот уходит у нас. Это достаточно быстро, конечно, уходит давление. Но чуть-чуть лучше стало. Не так уже она сифонит. И даже на единице, видишь, уже совсем-совсем медленно сходит. Но в любом случае, при такой вот работе подкачки, я думаю, где-то до 3 можно накачать колеса. До 2,5 точно накачаешь. И я хочу еще чуть-чуть покататься на нем, чтобы сальники приняли свою форму. Возможно, там что-то не то. И вот моя все-таки версия, то, что советская система с муфтами медными, она надежнее, нежели чем система 43118. Потому что когда эти сальники в муфте, никуда они не денутся, ничего не распирает, согласись, Леша. А когда сальники сами по себе, ну или качество сальников просто ужасное, и поэтому тоже свои отпечатки накладывает. Ну а так, Камазюка, все четко, ну, запускается мотор, все без вопросов. Единственное, нам нужно будет, естественно, его подтянуть по салону, по внешке. Всем этим мы будем заниматься, ну, надеюсь, в этом году точно. Ну все, загоняем КамАЗика на базу. Нам какие-то здесь привезли столбы, будут устанавливать электричество какое-то. Друзья, еще один нюансик, который нам нужно устранить по КамАЗу, это сломанный тросик нашего ручного газа. Когда мы пользовались ручным газом, Леша не нажал на педаль, а просто пытался крутить барабашку, то что-то там сломалось. Поэтому нужно обязательно это сделать. Это очень удобная штука. Поэтому сейчас мы поднимем кабину и разберемся, что там произошло и что там не так. После покатушек здесь все такое грязное у нас. Вот эта вот фигня тоже выскочила почему-то. Ну и наш тросик. Сейчас разберем здесь это все дело. Вот, и он где-то что-то там пошло не так. Непонятно где и что. Макита нам прислала вот такой гайковерт новый. Будем его тестировать теперь. Хорошая была гайка. Слишком быстрый гайковерт. Компании Макита огромная благодарность за то, что поддерживает нас. Молодцы. Когда все смазано во время сборки, раскручивается все элементарно и легко. Будь здоров, Лёш. Как здесь это все устроено, я не понимаю, что за бред. Друзья, новшество от Макиты, от которого Леша даже офигел. Это, смотрите, батарея, которая держится на амортизаторе. То есть какая проблема вот у Милуоки, у него разбивается посадочная под батарею. Макита продумали эту тему. Прям вообще красавцы. Так, пытаюсь, друзья, пытаюсь. Недавно это все собирал и уже не помню, как тут что работает. К сожалению. Наверное, годы уже берут свое. Ну и что, ты не вылезешь здесь? Вылез. Так, у нас здесь что-то вот произошло. Что-то конкретно здесь. Так, вот такой новый тросик. Он немного отличается вот этой верхней части. И у меня нету бабышки, которая сюда насаживается. Ну, возможно, что-нибудь сейчас придумаю. Тоже буду думать, потому что сюда нужно что-то обязательно. Ну, видите, качество все-таки. Фотон, он и в Африке фотон. Ну, сейчас установим все обратно. Я думаю, будет работать. В всяком случае, на это надеюсь. Бляха. Простите, пожалуйста.
подошел по диаметру новый трос. Приходится раздраконивать чуть-чуть. Опа, все. Ну, потихоньку собираю, друзья, но это как бы нервы немножко. Не сильно, но немножко нервы. Потому что ни хрена не совпадает. Внутри тут этот еще идет такой утеплитель дополнительный, шумоизолятор. Вот сейчас оно все это не совпадает, естественно. Так что к этой работе всегда нужно подходить немножко с спокойными нервами, с утреца. Ну, вроде сейчас все нормально будет. Еще там такие стоят втулки проставочные, тоже их достаточно сложно вставить. Ну, вроде все сейчас будет нормально. Но сюда буду мудрить потом уже барашку какую-нибудь, возможно, ту же, которая и стояла здесь. Попробуем, но она изначально подтоньше такой. Видите, вот под тонкий штуцер, а здесь у нас толстый. Вот. Мне по фэншую все твои слова, что ты мне говорил. КамАЗ пушка. Сейчас помоем здесь вот эту всю грязючку, отмоем, чтобы он продолжал быть красивой машиной. Леша отмыл, теперь КамАЗик опять красивенький, не грязный, чистенький. Опускаем кабину. Еще один нюанс, который у нас выяснился, это то, что среднее колесо спускает. Это означает, что либо не держит кран и спускает в систему, либо вот здесь где-то в шланге есть утечка. Возможно, вот на стыке со штуцером бывает такое. Поэтому сейчас запустим мотор, накачаем и проверим всю эту конструкцию. Все остальные шланги держат, вот только один у нас шланг, здесь какой-то возник нюанс. Сейчас разберемся. Ну-ка, с полтыка. Нейтралка у нас, нейтралка. Давай. Педаль газа подклинивает, зараза, блин. Сейчас проверим наш подсос. Да, работает. Все отлично. Если мы вот довыберем этот полумесяц, то и она станет на наш вот этот новый тип ответного. Ой, блин. Вот на эту штуку, возможно, оденется. Видите? Интересно, китайцы молодцы. Леша изготавливает барашку. Я же занимаюсь подкачкой. Сделал мыльную воду. И нифига не помогает нам. Причина не в шланге. Возможно, сам кран пропускает. Сейчас откручу его, выню и попробуем проверить кран. Снял кран и, видите, сам кран травит. Сейчас попробую его разобрать. Раскрутил я кран, выкрутил вот эту часть, которая удерживает. И вот здесь очаг коррозии такой. Сейчас мы его чуть-чуть наждачкой пройдем. Но можно в целом перевернуть его, как бы, и пытаться использовать. Но лучше все-таки здесь чуть-чуть зачистить его. Вот эту коррозию убрать, и все будет держать. Все почистил. Давай. Леша все это время держал. Молодец. Выдержал, Леш? Ну да, я выдержу. Все отлично. Ну, сейчас будет держать. Я думаю, нормально. Теперь будет четко. Видишь, пропускает чуть-чуть. Но это не важно. Это прям вообще ни о чем. Ну-ка, стоять. Все. Все, идеально. Ну вот, друзья, потихоньку, помаленьку КамАЗик преображается. На этом мы заканчиваем сегодняшнюю серию. Огромное вам спасибо, что вы были с нами. Спасибо огромное, что поддерживаете нас на Бусти. Если у вас есть желание поддержать, то вы можете пройти по ссылке под этим видео и поддержать нас.
Вам я хочу пожелать, чтобы на вашем жизненном пути встречались только хорошие люди. Всех благ и всего вам, друзья, самого наилучшего. Всем пока.